Меня звали Виктория, и я была обычной девушкой из 21 века. Нет, я не была ни героиней, ни спасительницей мира, и, честно говоря, с суперспособностями в моем арсенале тоже было не густо. Просто я работала в офисе, посещала тренировки по йоге, когда не была слишком уставшей от работы. Встречалась с друзьями, пила кофе и мечтала о том, как однажды увижу мир, а не экран компьютера. Мои друзья, они были такими же. Одни вечно обсуждали, как лучше заработать на стартапах, другие планировали поездки на Мальдивы. А третьи пытались найти смысл жизни в 20-й раз подряд, попивая зеленый чай и скучая в дождливые пятницы. Все было вполне нормальным, на мой взгляд, до того самого дня, когда обычная прогулка по парку резко перевернула все. Тогда я, как обычно, шла по маршруту, который заучила до автоматизма. Метро, работа, обед, работа, метро, дом, пару серий на Netflix и сон. Все скучно, но надежно. В тот день дождь был мелким, противным, а воздух казался слишком холодным для конца апреля. Я не спешила домой, шагала, наслаждаясь туманной атмосферой, и не думала, что вот-вот произойдет что-то странное. Я остановилась у старого дерева, возле которого часто сидели уличные музыканты. Но вместо привычного вида уличных артистов с гитарами и шляпами я увидела пустую скамейку. Подошла к ней, и вдруг что-то как будто зашипело. И это было необычным шумом дождя по асфальту. Я взглянула вниз. На земле лежал камень, окруженный странным светом, который будто притягивал меня к себе. Я не понимала, зачем я наклонилась к нему и взяла в руки. Просто интуиция подсказала мне, что это важно. Как только я прикоснулась к нему, все вокруг изменилось. Лишь секунду назад я стояла на старом пешеходном переходе в моем родном городе, а теперь я оказалась в лесу. Не в парке, не на природе. Это был лес, который точно не был частью моего мира. Деревья здесь были слишком высокими, их стволы слишком мощными, а воздух слишком чистым. Я ощутила, как по телу пробежали мурашки от страха. На мгновение я подумала, что это какой-то розыгрыш или странная шутка. Единственным звуком было мое учащенное дыхание. Я сделала шаг, потом еще один и, наконец, повернула голову. Густая тьма окружала меня, а из-за горизонта пробивался свет. Что это? Как я сюда попала? Мысли метались в голове, но ответа не было. В этот момент я поняла, нужно двигаться, а значит, нужно разобраться, где я, что со мной произошло и как отсюда выбраться. Я долго шла по лесу, пока не оказалась в крошечной деревушке посреди леса. В какой-то момент я поняла, что все здесь движется по законам магии. Или, по крайней мере, все так думали. Электричества нет, интернета нет, горячей воды тоже нет. Деревенские жители ходили в холщовых одеждах, а вместо машин тут телеги и лошади. Не успела я прийти в себя, как местные заявили: «Ты ведьма!» Я пыталась объяснить, что я никакая не ведьма, а просто человек, который умеет решать проблемы с помощью ума и знаний. Но они смотрели на меня так, словно я сошла с ума. Поэтому я и решила, пускай вам будет ведьма. Я быстро стала местной знаменитостью. Кто-то просил зелья от бородавок, кто-то хотел приворот, а кто-то оберег от злого глаза. Моя магия была довольно простая. Чай с ромашкой и медом успокаивал нервы, компрессы сбивали температуру, а кое-где помогали мои школьные знания по химии и биологии. А когда я собрала примитивный фильтр для воды из угля, песка и ткани, меня чуть не объявили спасительницей человечества. Жизнь шла своим чередом, пока в округе не стали происходить странные события. Дети начали рассказывать о фигурах, скрывающихся в лесу. Коровы перестали давать молоко, а в одном из домов ночью вспыхнул пожар, будто сам по себе. Жители деревни решили, что это дело рук настоящих колдунов. Они пришли ко мне с просьбой защитить их. Вот тут и началась настоящая драма. Я-то знала, что никакой магией я не владею,
и что мои знания 21 века явно не помогут в схватке с теми, кто действительно способен колдовать. Но отказаться означало подорвать доверие, а это значило потерять крышу над головой и еду, которую мне приносили за мою работу. Мне пришлось выдумать сложные ритуалы, разводить костры, начитывать псевдолатинские заклинания, спасибо за уроки английского и песни из Гарри Поттера, а также рисовать на земле таинственные символы. Но ситуация усложнилась, когда колдуны вышли из тени. Один из них, хмурый мужчина в черном плаще, заявил, что чувствует нарушение магического баланса. Он, мол, пришел разбираться, кто я такая и откуда взялась моя сила. В этот момент я поняла, что осталась один на один со своей ложью. Стоило мне лишь допустить малейшую ошибку, и они разоблачили бы меня. Я могла только надеяться, что мои современные знания и острый язык спасут меня. И, возможно, в этой битве победит не магия, а кое-что другое. Я нервно вздохнула, глядя на деревенский сход. Все смотрели на меня с надеждой, будто я не просто местная ведьма, а воин света. На деле у меня в голове кружилась лишь одна мысль. И куда я вляпалась? Колдун, который явился в деревню, смотрел на меня так, будто знал обо мне все. Его мрачный плащ развивался на ветру, а глаза горели леденящим блеском. За спиной целая свита мрачных личностей, каждая из которых выглядела так, будто недавно вышла из ада. В руках у самого главного длинный посох с усыпанной трещинами сферой на конце. «Ты слишком долго морочила головы этим людям», — заявил он, сверля меня взглядом. «Пора показать, чего стоит твоя магия». У меня пересохло в горле, но я знала, паниковать нельзя. Паника — это слабость, а слабость сейчас, пожалуй, смерти подобна. «А ты всегда начинаешь знакомство с угроз?» — бросила я, стараясь говорить уверенно. «Или это у тебя профессиональное?» Он хмыкнул и поднял бровь. Видимо, подобной наглости от меня он не ожидал. «Отлично. Эффект неожиданности — это мой лучший друг». «Раз ты такая смелая, докажи, что достойна звания ведьмы», — продолжил он. «Исполни ритуал изгнания». «Ритуал изгнания?» Я быстро прикусила губу. «Ладно, парень, ты сам этого хотел». «Хорошо», — кивнула я, гордо вскинув подбородок. «Но сначала мне понадобятся ингредиенты». «Какие еще ингредиенты?» — нахмурился колдун. «Для начала кувшин воды, соль, лаванда, немного угля. Ах да, еще петух». Толпа за моей спиной начала шептаться, и я уловила обрывки разговоров. «Это древний ритуал. Она точно знает, что делает. Петух — это жертва». Колдун нахмурился, а я едва удержалась от смеха. На самом деле я просто собиралась использовать свои знания физики. Вода и уголь создадут иллюзию зачарованного дыма, соль и лаванда дадут аромат, а петух, он просто поднимет шум, чтобы отвлечь внимание. Когда все было собрано, я начала действовать. Развела костер, бросила в него уголь, добавила щепотку соли и прошептала пару бессмысленных фраз на смене латыни и моего школьного испанского. Лаванда дала приятный дымок, и толпа ахнула. Но тут случилось неожиданное. Колдун шагнул вперед и произнес: «Ты играешь с тем, чего не понимаешь». И мой костер погас, как по мановению руки. «Ну вот, приехали», – пробормотала я себе под нос. «Теперь мои трюки точно не спасут». Колдун сделал шаг вперед, его глаза словно прожигали меня насквозь. В толпе за моей спиной повисла зловещая тишина. Я услышала, как кто-то судорожно сглотнул, и ощутила, что взгляды всех жителей деревни прикованы ко мне. Они ждали, надеялись. Думали, что я вот-вот начну творить очередное чудо. «Спокойствие, только спокойствие», — повторяла я себе. «Если я не разберусь с этим парнем прямо сейчас, из ведьмы я превращусь в очередную деревенскую легенду, а точнее в ту,
которую сожгли на костре за ложь. «Ты умеешь гасить костры?» – заметила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Впечатляет, но разве этого достаточно, чтобы называться колдуном?» Толпа затаила дыхание. «А тебя это не впечатлило?» – спросил он. Его голос звучал, как рев ветра в ущелье. Я сложила руки на груди и, чуть приподняв бровь, изобразила полное равнодушие. «Если честно, нет. Твой трюк меня вообще не впечатлил». В толпе раздались смешки. Мой тон сделал свое дело. Даже спутники колдуна выглядели чуть менее уверенно. «Довольно слов. Если ты действительно ведьма, покажи силу». И тут меня осенило. Если они хотят силу, пусть ее получат. Правда, немного не ту, на которую рассчитывали. «Хорошо», – спокойно произнесла я, – «но предупреждаю, за каждую каплю моей силы придется платить. Это закон магии». Он замер, а я почувствовала, как крестьяне еще больше сгрудились за моей спиной. Люди шептались, что я должна наказать злодея. А кто-то вообще прошептал что-то о призыве грома. «Ну что ж», — хмыкнула я, делая шаг к колдуну, — «готов заплатить?» Он растерянно кивнул, явно не ожидая такой наглости. А я быстро вытащила из кармана свою последнюю магическую находку. Зеркало, которое я смастерила из старой линзы. Солнце оказалось в идеальном положении. Стоило мне навести зеркало на него, как луч света ярко сверкнул прямо в глаза моего противника. Закричал он, отшатнувшись. Толпа ахнула, а я, подняв зеркало чуть выше, торжественно заявила: «Вот так заканчивают те, кто осмеливается угрожать мне и моей деревне». Светящий луч выглядел как гнев богов, а для меня это был просто удачный эксперимент из детства. Колдун попятился, его спутники тоже выглядели ошеломленными. Казалось, еще секунда, и они побегут. Но тут он схватил свой посох, ударил им о землю, и я почувствовала, как воздух вокруг будто застыл. «Ты действительно думаешь, что свет может меня остановить?» Его голос звучал низко и угрожающе. Вот теперь я действительно влипла. Колдун, по-прежнему заслоняя глаза, поднял посох, и воздух вокруг заискрился. Я увидела, как из-под земли поползли тонкие темные линии, похожие на трещины. Вокруг стало холоднее, а жители деревни за моей спиной заволновались. «Ты смеешь играть со мной, простолюдинка?» – произнес он, и его голос эхом отозвался в моих ушах. Моя интуиция кричала: «Беги!». Но, во-первых, я слишком гордая для этого, а во-вторых, деревенские ждут, что я снова спасу их. Да и честно, куда бежать? В лес? Где еще больше таких же, как этот мракобес? «Ай, ну ладно, хочешь поиграть? Давай поиграем», – бросила я, поднимая подбородок, хотя внутри все сжималось от страха. Я сделала вид, что готовлюсь к ответному заклинанию. Взмахнула рукой, изображала нечто таинственное, а сама незаметно вытянула из сумки небольшой пакет с пищевой содой, моей единственной магической защитой. «Ты думаешь, я такая, как ты?» – продолжила я ему. «Ты ничего не знаешь о моей силе». И в этот момент я швырнула содержимое пакета прямо в его сторону. Вторая рука была уже готова с бутылкой уксуса. Стоило жидкости попасть на соду, как послышалось громкое шипение, и пошла густая пена. Толпа ахнула, а колдун на мгновение замер. «Что это за чары?» – выкрикнул он, отступая на шаг. Я, конечно, не могла признаться, что это просто реакция бикарбоната натрия и кислоты. Вместо этого я подняла руку и с вызовом произнесла: «Это только начало. Хочешь увидеть больше?» Толпа начала шептаться, а колдун оглянулся на своих спутников. Я поняла, что успела выиграть немного времени. Но радоваться было рано. Его посох снова засиял, и в этот раз он не собирался ограничиваться словами. Вокруг стало так тихо, даже птицы замолкли. «Твоя ложь не спасет тебя!» – прорычал он, и земля под моими ногами задрожала. Я быстро огляделась,
судорожно прикидывая, что еще можно использовать. И тут мне в голову пришла идея. Я резко обернулась к толпе. «Несите все железное, что найдете! Немедленно!» Жители, явно не понимая, зачем это нужно, начали собирать свои железные инструменты и посуду. Лопаты, кастрюли, даже подковы полетели ко мне. Колдун смотрел на это с явным недоумением. «Ты думаешь, это поможет?» – усмехнулся он. «Уверена, что да», – произнесла я, сгребая железо в одну кучу. Колдуны, по законам всех сказок, обычно не ладят с металлом. Может, это и выдумка, но я решила проверить. Я взяла в руки один из самых больших железных котелков, подняла его над головой и заявила: «Железо – враг твоей магии! Тьма, исчезни!» Затем с силой швырнула котелок в сторону его посоха. Мой бросок был удачен. Котелок с грохотом попал прямо по сияющей сфере, и она треснула. Колдун взревел. Его сила начала меркнуть. Его спутники попятились, явно не ожидая такого исхода. «Это еще не конец!» – выкрикнул он, прежде чем исчезнуть в клубах черного дыма. Толпа взорвалась ликованием. Меня начали подбрасывать на руках, крича, что я спасла деревню. А я стояла среди всей этой радости, пытаясь перевести дыхание. В голове крутилась только одна мысль. Ну и как долго я еще смогу тянуть эту игру в ведьму? Всю ночь деревня праздновала победу ведьмы над злом. Меня завалили дарами: яйца, молоко, хлеб, даже кусок копченого мяса. Кто-то притащил свечу, уверяя, что она напитана лунным светом. Я благодарила всех с натянутой улыбкой, а сама пыталась осознать, что только что натворила. «Ты великая ведьма, Марта!» – восторженно говорила тетушка Агнешка, хлопая меня по плечу. «С такой защитницей нам теперь не страшны никакие беды». «Да уж», – пробормотала я, думая о том, что беды, похоже, только начинаются. Когда шум стих и деревенские разошлись по домам, я осталась одна. Праздничный стол, который они оставили у моего домика, теперь казался нелепым. Огрызки хлеба, недоеденные пироги и несколько кружек подозрительной брашки. Я села на крыльце и уставилась в звездное небо, а в голове крутились вопросы. Откуда взялся этот колдун? Почему он решил проверить меня? И главное, что он имел в виду, когда сказал «это еще не конец»? Словно в ответ на мои мысли за спиной раздался шорох. Я резко обернулась, уже готовая схватить ближайшую магическую кастрюлю, но увидела старую женщину, закутанную в темный плащ. «Ты славно выкрутилась, ведьма», — сказала она с кривой ухмылкой. «А вы кто?» — спросила я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Я просто наблюдатель». Ее голос был тихим, но в нем звучала какая-то странная сила. «Но тебе нужно теперь знать, что ты пробудила интерес тех, кто не склонен шутить». «Это вы про колдуна?» Я встала, стараясь не показать страха. «Про него, и не только. Теперь, когда магический мир знает о твоем существовании, тебя не оставят в покое». «Магический мир?» — усмехнулась я, пытаясь выглядеть невозмутимо. «Ну, пусть приходят. У меня есть куча железа, и сода еще не закончилась». Старуха рассмеялась. Ее смех был хриплым, будто скрежет камня о камень. «Ты храбрая девочка или глупая, скоро узнаем. Но я советую тебе быть осторожной. Твоя магия может и не спасти тебя, когда столкнешься с настоящей тьмой». Она развернулась и растворилась в темноте, как будто ее и не было. А я еще долго сидела на крыльце, пытаясь понять, что это было. Ночь вдруг показалась намного холоднее, чем обычно. На следующее утро деревенские вернулись, как ни в чем не бывало, с очередными просьбами. То молоко зачаровать, чтобы не прокисло, то корову вылечить от хромоты. Я еле сдерживалась, чтобы не закатить глаза. «Ну ладно, ведите свою корову», – буркнула я, понимая, что от их просьб мне теперь не избавиться. Но что-то внутри меня не отпускало. Шепот старухи эхом звучал в голове. «Твоя магия может и не спасти тебя».
Прошло несколько дней, и все в деревне вроде бы вернулось к привычному распорядку. Только я уже не могла расслабиться. Деревенские не давали мне передышки. С рассвета до заката кто-то обязательно стучался в мою дверь с очередной проблемой. «Марта, курицы перестали снестись!» – вздыхала тетушка Агнешка, глядя на меня с надеждой. «Марта, сосед украл мой медный кувшин, наведи на него порчу!» – жаловался хмурый мужичок. «Марта, у нас за сараем видели оборотня, сделай что-нибудь!» Я скрипела зубами, улыбаясь и, конечно, что-то придумывала. Куру говорила нестись громким чтением случайных рецептов из кулинарной книги. Соседу возвращала украденный кувшин, притворившись, что проклятие уже наложено. А оборотня оказалось достаточно отпугнуть тряпкой, смоченной в уксусе. Но тревога не отпускала. И я чувствовала, что за деревней кто-то следит. Иногда по ночам слышала странные звуки из леса, будто чей-то шепот. Все стало хуже, когда однажды утром я нашла на пороге своего дома сверток. Внутри был грязный клочок ткани с примитивно вышитым изображением человека, окруженного огненным кругом. «Проклятье!» – прошептала я, чувствуя, как сердце начинает колотиться. Кто-то явно знал, что я ведьма, и решил бросить вызов. Я затащила сверток в дом и села за стол, обдумывая, что делать. Увы, все мои знания о черной магии ограничивались просмотром фильмов. «Думаем логически», – пробормотала я. «Кукла – это угроза. Огненный круг – символ. Возможно, кто-то хочет, чтобы я исчезла». Я вспомнила старуху и ее мрачное предупреждение. И, несмотря на внутренний страх, поняла, что просто так отсидеться не получится. В ту же ночь я решила осмотреть лес. Если враг хотел меня запугать, он явно скрывался где-то неподалеку. Закутанная в теплый плащ с самодельным магическим жезлом в руках, в реальности это была просто палка, обмотанная медной проволокой, я направилась в сторону леса. Луна светила ярко, и ее света хватало, чтобы видеть тропу. Воздух пах влажной землей, а в ветвях шептал ветер. Но меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. «Ну давай, покажись!» – пробормотала я, останавливаясь на небольшой полянке. И они показались. Из темноты медленно выступили 3 фигуры. В руках у них были посохи, а глаза светились темно-зеленым светом. «Ах, вот ты где!» – произнесла одна из них женским, но грубым голосом. «Ты нас здорово удивила, ведьмочка!» «Особенно твое колдовство с железом!» – хмыкнул второй, чуть склоняя голову. Третий молчал, но его взгляд настолько был тяжелым, что мне захотелось сделать шаг назад. «Что вам нужно?» – спросила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Мы хотим знать, кто ты такая», – сказала первая фигура. «Откуда ты взялась? Почему магия рядом с тобой искажается?» Я подняла палку, словно это было оружие, хотя руки мои дрожали. «Я так, кто не боится вас», – ответила я. «А вы теперь покинете это место. Иначе...» «Иначе что?» – рассмеялся второй. «Вот и хороший вопрос», – подумала я. «Как бы сразить 3 настоящих магов, если я просто фокусница?» Но тут я заметила, как один из них слегка попятился, будто почувствовал что-то неладное. И тогда я поняла, они меня боялись. Не из-за моей силы, а из-за неизвестности. «Иначе вы столкнетесь с тем, чего не можете понять», – сказала я, глядя прямо в глаза самому молчаливому. «Я уже победила одного из ваших. Хочешь стать следующим?» Фигуры замерли, обмениваясь напряженными взглядами. Затем первый шагнул вперед, держа посох перед собой, словно щит. «Мы еще вернемся, ведьма, и тогда твои трюки тебе не помогут». Они исчезли, словно растворились в ночном воздухе. А я стояла на поляне, тяжело дыша, ощущая, как адреналин уходит, оставляя только усталость. «Это только цветочки», — сказала я себе, направляясь обратно в деревню. Я еще не знала, чем закончится эта игра, но я была уверена, я
научусь играть лучше. Следующее утро началось как обычно. С очередной толпы деревенских, которые не знали, что ночью я едва не стала жертвой магии. «Марта, мой Петр не может найти сапоги. Ты не могла бы их зачаровать, чтобы они сами к нему пришли?» Протараторила одна из женщин, когда я открыла дверь. «А у меня корова молоко перестала давать», — вторила другая. «А у меня квас скисает быстрее, чем обычно. Это порча». Я подняла руки, пытаясь их перекричать. «Так, стоп! В очередь!» – заявила я. «Разбираемся по порядку». Когда я, наконец, разобралась с их мелкими просьбами, в дверь постучал староста. Он выглядел мрачным, что уже заставило меня напрячься. «Ведьма, нам нужно поговорить», – начал он, понизив голос. «Вообще-то я магичка-консультант». «Ну ладно, заходите», – буркнула я, открывая дверь пошире. Когда мы уселись за стол, он смял шапку в руках и, не поднимая глаз, произнес. «Мы видели их, тех, кто пришел ночью». «Видели?» – переспросила я, стараясь скрыть нервозность. «Да, они ходили по краю деревни, заглядывали в окна, шептались, но внутрь не вошли, словно боялись. Это ты их остановила?» «Ну, скажем так, я немного с ними побеседовала», – уклончиво ответила я. Староста кивнул, как будто этого объяснения ему хватило. «Тогда у меня тебе просьба. Мы собираемся поставить обереги вокруг деревни. Ты ведь можешь их зарядить, чтобы они работали?» Я замерла. Внутри меня боролись два голоса. Один говорил: «Куда ты лезешь с этим? Ты же не маг!» А второй, более смелый, твердил: «У тебя уже получилось обмануть магов? Чего тебе стоит обмануть пару деревенских?» «Конечно могу», — ответила я со спокойствием, «но мне понадобятся кое-какие материалы». В результате я получила целую кучу деревянных кольев, несколько банок с травами, сверток с солью и еще какие-то безделушки, которые, по их словам, точно отпугивают злых духов. Вечером я вышла на окраину деревни с ведром и молотком. Деревенские стояли в отдалении, шептались и глядели с благоговейным страхом. Я вбивала колья в землю и аккуратно обсыпала их солью, бурча себе под нос что-то вроде «Да пребудет сила железа и соли, отгоняй всех, кто ворует наше молоко». Для полноты картины я махала руками, будто направляю потоки энергии. Когда обереги были расставлены, деревенские поклонились мне, как королеве. «Спасибо тебе, Марта!» – произнес староста, вытирая слезы. «Ты спасла нас!» «Всегда рада помочь», – сказала я сдержанно, а про себя добавила. «Только бы вы не узнали правду». Но радость длилась недолго. На третий день после установки оберегов из леса пришел человек. Высокий, худой, с длинными седыми волосами в черном плаще. Его глаза горели янтарным светом, а улыбка была такой же хищной, как у волка. «Где ваша великая ведьма?» – спросил он, стоя посреди деревенской площади. Староста и остальные испуганно молчали, но несколько человек одновременно посмотрели в мою сторону. «Ну, началось», – пробормотала я, выходя из дома. Подойдя ближе, я поняла, что он не похож на тех магов, что пришли ночью. Этот выглядел опаснее. Настоящий маг, а не какой-то там деревенский шарлатан. «Я тебя ждал», — сказал он, смотря на меня так, словно собирался разорвать на части. «Говорят, ты ведьма, но я этого не чувствую. Кто ты?» Все мои остроумные ответы застряли в горле, но я понимала, что сейчас важнее всего не показывать страх. «Я та, кто тебя остановит», — выдала я, делая шаг вперед. Мак рассмеялся, но смех его был холодным и злым. «Посмотрим, на что ты способна, лживая ведьма», — сказал он и поднял руку, в которой зажглось яркое пламя. «Ну все», — подумала я, — «пора импровизировать». Сердце застучало, как бешеное. Все мое колдовство внезапно показалось жалким театром, когда передо мной стоял человек, способный заставить огонь плясать на своей ладони. Я медленно шагнула вперед, стараясь не показать ни капли страха. Главная уверенность: если я сама поверю в свою силу,
Может, и он поверит? О, пламя и всполохи, что горят ярче всех огней, начала я говорить, поднимая руку, словно тоже что-то сотворяю. На самом деле я просто надеялась выиграть время. Неужели ты решил, что я стану играть в твои игры? Маг прищурился. Его пламя замерло в воздухе, как будто он сам немного удивился моему нахальству. «Ты говоришь смело для той, кто стоит перед смертью», произнес он, не убирая руку. «Смерть?» — хмыкнула я, стараясь удержать на лице что-то похожее на исходительную улыбку. «Ты правда думаешь, что твой огонек способен навредить мне?» И тут у меня в голове вспыхнула идея. Дурацкая, конечно, но лучше, чем ничего. Я быстро сунула руку в карман, нащупывая маленький пластиковый флакончик, перцовый баллончик, который я всегда таскала с собой. «Ты бросаешь вызов мне, великой ведьме?» – продолжила я, на этот раз делая голос громче, чтобы деревенские точно все слышали. «Ну что ж, сейчас ты узнаешь, каково это столкнуться с настоящей силой». И с этими словами я резко направила баллончик в сторону мага и нажала на кнопку. Тонкая струя ядреного перца ударила прямо ему в лицо. Он вскрикнул, схватившись за глаза, а пламя в его руке погасло, как свечка на ветру. «Что ты сделала?» – заорал он, отступая назад, но спотыкаясь и падая на землю. «Вот так, дорогой мой, выглядит гнев истинной ведьмы», – заявила я, сложив руки на груди и стараясь выглядеть как можно более уверенно. Маг катался по земле, чихал, кашлял и выкрикивал что-то бессвязное. Его пафос улетучился быстрее, чем я успела понять, что только что совершила. Деревенские замерли в полном молчании. Все смотрели на меня с широко распахнутыми глазами, будто я только что вызвала молнию с небес. «Ты победила его!» Первым нарушил тишину староста. Его голос дрожал от восторга. «Да ну, это было несложно», — сказала я, стряхнув невидимую пыль с рукава. Между тем маг кое-как поднялся на ноги, его лицо все еще было красным, а глаза слезились. Он посмотрел на меня с дикой ненавистью. «Ты за это заплатишь», — прохрипел он, пятясь назад. «Я вернусь, и тогда тебя никто не спасет». «Попробуй», — бросила ему вслед. «Но в следующий раз мой гнев будет еще сильнее». Маг окончательно скрылся в лесу, а я стояла, чувствуя, как ноги стали просто ватными. «Ура, Марте!» – закричал кто-то из толпы. И внезапно деревенские начали хлопать, смеяться и обнимать друг друга, как будто мы только что одержали грандиозную победу. А я же просто хотела добраться до дома, чтобы рухнуть в кресло и отдышаться. Что ж, подумала я, когда толпа наконец оставила меня в покое. Похоже, мне придется срочно придумывать план. Настоящие маги явно не оставят меня в покое. Но в этот момент я была готова все-таки позволить себе хоть немного отпраздновать. Ведь я только что отпугнула мага с помощью обычного перцового баллончика. Да, ведьма из меня еще та. Я вернулась домой, закрыла за собой дверь и тяжело опустилась на стул. Руки дрожали, а сердце все еще стучало, как безумное. Перед глазами снова и снова возникал образ мага, рыдающего от перцового баллончика. «Вот это да!» – пробормотала я вслух. Смех вырвался сам с собой. Сначала тихий, нервный, а потом все громче, пока я не согнулась пополам. Кто бы мог подумать, что современный арсенал самообороны способен так эффектно отражать черную магию. Однако смех вскоре сменился мрачными раздумьями. Маг ясно дал понять, что вернется, и вернется не один. Если он притащит своих дружков, а те окажутся менее впечатлительными к химическим атакам, что я тогда буду делать? Я задумчиво огляделась. В доме не было ничего, кроме что могло бы сойти за магический арсенал. Пара пустых бутылок, травы, которые мне принесли деревенские, и немного хозинвентаря.
Надо что-то придумать, сказала я себе. Придется учиться выживать среди настоящих магов. Но прежде чем я смогла продумать план, в дверь снова постучали. «Да что же это такое?» – проворчала я, направляясь к двери. На пороге стоял знакомый парень, тот самый охотник, который пару дней назад приносил мне зайца в качестве благодарности за чары. Сейчас он выглядел встревоженным, а его рука сжимала что-то, завернутое в тряпку. «Марта, у нас проблема», – начал он. «В лесу мы нашли странные символы. Они выжжены прямо на деревьях. Мы думаем, это маги оставили предупреждение». Я напряглась. «Выжженные символы?» Это уже звучало серьезно. «Покажешь?» – просила я, хватая плащ. Охотник молча кивнул и повел меня в лес. Деревенские не рискнули пойти за нами, но я чувствовала, как за моей спиной следят десятки глаз. Через несколько минут мы вышли на поляну, окруженную высокими дубами. На одном из деревьев был выжжен странный символ – круг с острыми линиями внутри. Что-то похожее я видела в фильмах и книгах про ритуальную магию. «Вы уверены, что это маги?» – спросила я, осторожно трогая символ. «А кто еще? Огонь здесь разводить некому. Да и сами видите, это не просто выжженные пятна», – ответил охотник. Я кивнула, хотя внутри меня все кипело от страха. «Ладно, я займусь этим», – сказала я, разыгрывая уверенность. «Но мне понадобится немного времени». «Мы вам поможем, чем только сможем», – заверил охотник, глядя на меня с такой преданностью, что я почувствовала себя настоящей героиней. «Чем только можете. Ну, тогда приготовьтесь к длинному списку странных просьб», – подумала я, вглядываясь в символ. Вечером я сидела дома за столом с бумагой и карандашом, пытаясь нарисовать что-то похожее на найденный символ. Выжженные круги, маги. «Как я во все это влипла?» – пробормотала я, переводя взгляд на свой импровизированный магический арсенал. Баллончик, соль, бутылка с уксусом и стопка пустых банок. «Если это сработает, я войду в историю как величайшая мошенница-ведьма», с улыбкой подумала я. Мне предстояло сделать вид, что я могу не только защищаться, но и нападать. На этот раз придется устроить настоящее шоу. Устроить шоу оказалось куда сложнее, чем я думала. Мне пришлось перебрать все свои знания из фильмов, книг и школьных уроков химии, чтобы хоть что-то сконструировать. Какой-то колдовской ритуал, который произведет впечатление на деревенских. На следующее утро ко мне пришли охотник и еще пара жителей, готовых помочь. Они принесли все, что я просила. Соль, древесный уголь, немного мела, травы, которые я выбрала наугад, и старую ржавую цепь. «Что вы собираетесь делать?» – спросил охотник, с подозрением глядя на мои приготовления. «То, что любая уважающая ведьма должна уметь делать», – с загадочной улыбкой ответила я. «Очищение леса». На самом деле я и сама понятия не имела, как это должно выглядеть, но уверенность – половина успеха. Я разложила соль по кругу вокруг одного из деревьев с символами, рассыпала уголь в центре и начертила мелом на земле что-то смутно напоминающее магические руны. «Это должно отпугнуть магов?» – уточнил кто-то из деревенских. «Да, и не только магов, но и всю нечисть, что может обитать в этих местах», – важно заявила я. Далее началось настоящее представление. Я зажгла уголь, бросила в него травы и начала двигаться по кругу, бормоча какие-то фразы на латыни. Точнее, то, что я помнила из университетского курса. «Вени, види, вичи» и еще пару строк из школьного гимна. Солнце клонилось к закату, и свет от пламени казался особенно жутким. Дым от трав клубился над округом, и деревенские, собравшись вокруг, начали шептаться. «Тссс!» – шикнула я, поднимая руку. «Не мешайте, это тонкий процесс». В какой-то момент я почувствовала себя настоящей колдуньей, а не мошенницей. Все вокруг затихло, и даже птицы перестали щебетать.
Но тут произошло то, чего я совсем не ожидала. В воздухе что-то шевельнулось. Легкий ветерок поднялся и закружил дым, заставив его принять странные формы. Среди них явно вырисовывались контуры человеческих лиц. Я замерла, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Что это?» – прошептал кто-то за моей спиной. «Призраки!» – испуганно выкрикнула женщина из толпы. «Черт, призраки!» – мелькнуло у меня в голове. Я попыталась сохранить спокойствие и решила играть до конца. «Это остатки проклятия!» – громко заявила я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Маги пытались связаться с духами, но я их отпугнула». И чтобы завершить ритуал, я схватила цепь и с драматическим видом бросила ее в огонь. Влажный металл зашипел, выпустив облако пара. Эффект был потрясающим. Деревенские упали на колени, осеняя себя крестом, а охотник стоял, не отрывая от меня восхищенного взгляда. «Ты спасла нас», — наконец сказал он. «Пока да», — ответила я, хотя внутри меня колотила паника. Что бы это ни было, магия или совпадение, похоже, я только что втянулась во что-то гораздо большее, чем просто игра в ведьму. Ночь после очищения выдалась на редкость неспокойной. Я лежала в своей маленькой комнатке, перебирая в голове события дня. Ладони пахли травой, а одежда пропахла дымом от костра. «Проклятие!» – прошептала я в темноту. «Если это и вправду было что-то сверхъестественное, то что мне теперь делать?» Мое внутреннее рациональное «я» твердило, что эти тени и ветер – результат естественных явлений. Но подсознание кричало: «Ты видела лица! Настоящие лица!» Утро принесло новые хлопоты. В дверь постучали еще до рассвета. «Ведьма Марта!» – услышала я голос охотника. «Простите за беспокойство, но у нас снова проблема». «Конечно, проблема!» – пробормотала я, набрасывая плащ. «У кого их нет?» Открыв дверь, я увидела охотника с серьезным лицом. За его спиной собралась толпа встревоженных деревенских. «В лесу опять что-то случилось?» – уточнила я. «Не совсем», – ответил он. «К нам приехал человек из города. Говорит, он охотник на ведьм». «Охотник на ведьм?» – повторила я, чувствуя, как внутри все похолодело. «И что он здесь делает?» «Говорит, что слышал о проклятии и хочет разобраться. Он спрашивал про вас». Меня словно током ударило. Это конец. Все. Моя авантюра обернулась провалом. Если настоящий охотник на ведьм узнает, что я никакая не колдунья, мне не миновать проблем. Но охотник заметил мое замешательство. «Не переживайте, Марта», – успокоил он. «Мы с вами. Мы не дадим ему причинить вам вред». «Спасибо», – сказала я, стараясь улыбнуться. «Но мне нужно время, чтобы подготовиться». Охотник кивнул и увел толпу, оставив меня в одиночестве. Следующие часы я провела в панике. Как бы мне теперь выкрутиться? Охотник на ведьм явно был серьезным человеком, а не местным суеверным простаком. Убедить его в своих магических способностях будет сложно. Я перебирала все свои знания, пытаясь придумать, как создать впечатляющий трюк. На ум приходили только глупости, вроде бутылки с содой и уксусом или простых фокусов с тенями. Но внезапно меня осенила мысль. Если я не могу сразить его магией, то почему бы не показать ему науку? «Магия – это просто то, что люди не понимают», – пробормотала я, набрасывая план. Итак, я решила, что использую несколько химических трюков, которые выглядят достаточно пугающе, чтобы даже охотник на ведьм поверил. Вечером я была готова. Охотник на ведьм устроил допрос в центре деревни. Высокий, строгий мужчина с отменным лицом сидел на скамье, осматривая деревенских. «Итак, где же ваша ведьма?» – спросил он, протяжно растягивая слова. Я вышла из толпы, стараясь выглядеть уверенно, хотя коленки предательски дрожали. «Я здесь», – сказала я твердо. Мужчина поднял бровь, словно сомневаясь,
что перед ним действительно ведьма. «Ну что ж», – произнес он, усмехнувшись, – «покажите мне свою магию». Толпа замерла. Я достала заранее приготовленный мешочек с мелким порошком, сделанным из трав и золы. «Сначала ты расскажешь мне, зачем пришел», – заявила я, стараясь придать голосу загадочности. «Я очищаю мир от темных сил», – холодно ответил охотник за ведьмами. «Значит, тебе нечего бояться», – сказала я и бросила порошок в огонь. Из костра полетели искры и повалил густой дым. Толпа ахнула, а охотник даже на секунду отступил назад. Я знала, что эта игра только начинается. Охотник на ведьм скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на меня. Его глаза блестели холодным любопытством. «Неплохо», – протянул он, – «но я видел такое раньше. Это не магия, а дешевые трюки». Толпа вокруг него зашепталась. Люди начали переглядываться, некоторые с явным страхом. «Раз ты такой знаток», – парировала я, чувствуя, как внутри закипает злость, «почему бы не проверить мои силы?» Я сделала шаг вперед, наклоняясь ближе к нему. Толпа затаила дыхание. «Хорошо», – усмехнулся он, – «я устрою тебе испытание». Я внутренне замерла, но старалась сохранять уверенность. «Что ты хочешь увидеть?» – спросила я, склонив голову. Он выдержал паузу, а затем сказал: «В соседнем лесу исчезает скот. Люди говорят, что это дело рук ведьмы или демонов. Если ты настоящая колдунья, ты сможешь разобраться с этим». Толпа зашумела еще громче. Кто-то даже выкрикнул: «Марта поможет! Она уже спасала нас!» Охотник поднял руку, требуя тишины. «Но если ты не справишься, это будет доказательством твоего обмана». Я стояла, ощущая, как подступает паника. И что теперь? Лес, демоны, исчезающий скот. Я ведь не охотница за привидениями. Но в ответ я лишь улыбнулась. «Хорошо, я докажу тебе, что мои силы настоящие». Охотник слегка кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «У тебя есть 3 дня», — сказал он, разворачиваясь, «а затем я вернусь». Толпа начала расходиться, шепчась и обсуждая предстоящий поход ведьмы. Когда все ушли, ко мне подошел охотник деревни, тот самый, что помогал мне на ритуале. «Ты уверена, что справишься?» – тихо спросил он. «Нет», – честно ответила я, вздохнув, – «но мне придется». Я собрала все, что могла. Травы, соль, нож, немного пищи и собственную решимость. Охотник предложил сопроводить меня до границы леса, и я не стала отказываться. «Думаешь, там действительно ведьмы?» – спросила я. «Не знаю», – ответил он задумчиво, – «но что-то явно пугает людей. И если это не зверье, значит, кто-то нарочно нагнетает страх». «Ну что ж», – я натянула плащ, – «в любом случае мне нужно разобраться». У границы леса мы остановились. Темные кроны деревьев сливались в густую непроглядную тень, от которой веяло сыростью и холодом. «Ты уверена, что справишься?» – спросил он, бросив тревожный взгляд на лес. «Нет», – честно ответила я, сжимая нож в руке. «Но назад дороги нет». Охотник остался у края леса, а я шагнула вперед, чувствуя, как атмосфера напрягается. Чем глубже я уходила, тем сильнее становилось ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Ветви деревьев тянулись словно руки, задевая мои плечи. Земля была покрыта странными символами, вырезанными прямо на корнях деревьев. Некоторые из них казались знакомыми. Я видела что-то похожее на домах деревни, но не придавала раньше этому значения. Среди тишины раздался слабый шорох. Я остановилась, напрягая слух. «Кто здесь?» – громко спросила я, стараясь не выдать тревогу. Ответом мне был хруст веток. Я повернулась в сторону звука, крепче сжав нож. Из-за кустов показался силуэт. Сначала мне показалось, что это человек, но когда он вышел на свет, у меня похолодело в груди. Передо мной стояло существо, которое напоминало помесь человека и зверя.
Его кожа была покрыта густой шерстью, глаза горели странным зеленым светом, а когти были длинными, словно заточенными. «Ну и дела», – прошептала я, не в силах отвести взгляд. Существо склонило голову, словно изучая меня. Затем сделало шаг вперед, и я, наконец, пришла в себя. «Не подходи!» – крикнула я, вытягивая руку с ножом. В ответ оно издало низкий утробный рык, от которого задрожали колени. «Ну что, Марта, покажи, что ты умеешь, ведьма на все руки», – подумала я, пытаясь взять себя в руки. Существо не торопилось атаковать, но медленно приближалось. Я судорожно прикидывала свои шансы. Нож явно бесполезен против такого монстра. Травы и соль в сумке тоже вряд ли помогут. Но отступать нельзя. «Ладно, давай проверим, кто из нас страшнее», – пробормотала я, вытягивая из сумки мешочек с солью. Существо остановилось, словно насторожившись. Видимо, мои манипуляции показались ему интересными. Я прикинула траекторию и швырнула горсть соли прямо перед собой. «Экзорцизмумсти!» – выкрикнула первое, что пришло в голову из фильмов про экзорцизм. Существо дернулось и остановилось, но не из-за моей магии. Из-за кустов раздался еще один звук. На этот раз он напоминал тихий свист, словно кто-то выдыхал воздух через зубы. Существо редко повернуло голову, настороженно вглядываясь в сторону, а затем, выпустив из горла злобный рык, исчезло в тени деревьев. Я осталась стоять, не веря своему счастью. «Что это сейчас было?» – пробормотала я, вытирая пот со лба. Ответ пришел из-за спины. «Это ты мне скажи». Я обернулась, резко поднимая нож, и увидела перед собой высокого мужчину в темном плаще. Его волосы были настолько черными, что сливались с тенями леса, а в руках он держал посох, инкрустированный странными символами. «Кто вы?» – спросила я, отступая на шаг назад. «Тот, кто спас тебе жизнь», – произнес он спокойно, разглядывая меня так, будто видел насквозь. «Благодарю, конечно», – пробормотала я, – «но я и сама прекрасно справилась бы». Его губы тронула едва заметная улыбка. «Справилась? Горстью соли и театральным возгласом?» Он наклонил голову, словно разглядывал любопытного зверька. «Ты явно не ведьма, но играешь эту роль весьма искусно». «Слушайте», – я сложила руки на груди, решив перехватить инициативу. «У вас есть имя? Или мы будем продолжать этот спектакль с загадками?» «Зови меня Эльрих», – ответил он, приподнимая бровь. «И, кажется, я знаю, почему тебя все принимают за колдунью». «Потому что я ею являюсь», – отрезала я, хотя внутренний голос кричал: «Молчи, Марта!». Он рассмеялся, но в его смехе не было злобы, скорее смесь интереса и удивления. «Ладно, ведьма», – сказал он, подходя ближе, – «расскажи мне, зачем ты пришла в лес?» Я напряглась, не зная, стоит ли открываться, но его взгляд требовал ответа. «Чтобы разобраться, что здесь происходит», – честно ответила я. «Люди теряют скот, боятся за свои жизни. Я обещала им помочь». Благородно», – протянул Эльрих, чуть склонив голову. «Но с такими методами ты сама скоро станешь добычей». Он посмотрел в сторону, куда скрылось существо, и добавил: «Тебе придется научиться настоящей магии, если хочешь выжить». Моя челюсть чуть не отвисла. «Настоящей магии? Это шутка такая?» Он поднял посох, и в воздухе вспыхнула тонкая светящаяся линия, словно огненный след. Лес вокруг окутало слабое сияние, а воздух наполнился странной энергией. «Считай, что это приглашение», – сказал он, глядя мне в глаза. «Ты хочешь быть ведьмой? Тогда тебе придется учиться. Иначе...» Он бросил взгляд на темную чащу, где только что скрылась тварь, и его улыбка померкла. «Ты не доживешь до следующего испытания». Его слова повисли в воздухе,
как зловещий колокольный звон. Я стояла неподвижно, пытаясь переварить услышанное, а мои пальцы нервно крутили нож. «Учиться магии?» – я насмешливо фыркнула, хотя внутри меня все сжалось. «Да вы, уважаемый, не в своем уме!» Он ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «А ты, значит, в своем, раз гуляешь в лесу, полном чудовищ, с кухонным ножом и мешком соли». Я открыла рот, чтобы ответить, но осеклась. Ладно, 1-0 в его пользу. «Допустим, мне интересно», – осторожно начала я, пытаясь выиграть время, чтобы понять, шутит он или говорит серьезно. «Что это за магия такая? Как я могу научиться тому, чего не существует?» Эльрих прищурился, будто мои слова задели его за живое. «Магия существует, Марта. Просто ты ее не видишь, потому что привыкла полагаться на свои жалкие трюки. Твои знания любопытные, я не спорю, но настоящая сила кроется в другом». Он сделал шаг ближе, а я отступила. «И что это за сила?» – спросила я, чувствуя, как внутри все закипает от смеха, страха и любопытства. «Связь», – спокойно ответил он, подняв посох. «С миром, с энергией, с тем, что окружает нас». Он начертил в воздухе круг, и перед нами вспыхнуло нечто вроде голограммы. В ней отражались образы леса, деревни и меня самой. «Все это часть одного целого», – продолжал Эльрих. «И если ты сможешь понять, как этим управлять, у тебя появится шанс не только защитить деревню, но и выжить самой». Я смотрела на это видение, не в силах отвести взгляд. На мгновение мне показалось, что я чувствую этот поток или что-то в этом роде. «И что мне нужно сделать?» – спросила я, не осознавая, как решительно звучит мой голос. Он опустил посох, и видение исчезло. «Для начала довериться мне», – ответил он. «А это, как я понимаю, будет самой сложной частью». Я хмыкнула. «Ну, по крайней мере, мы с тобой честны». Эльрих протянул мне руку, и я посмотрела на нее, раздумывая, стоит ли соглашаться. «Если ты хочешь выжить, другого выхода нет», – сказал он, словно читая мои мысли. Я глубоко вздохнула и, решив, что хуже не будет, сжала его ладонь. «Ладно, мистер Магия, показывайте, чему вы меня можете научить». Его губы тронула легкая улыбка. «Держись крепче, ведьма, это будет непросто». И прежде чем я успела что-то спросить, нас обоих окутало яркое белое сияние, и мир вокруг закрутился в водовороте света и тени. Когда я очнулась, земля подо мной была твердой и холодной, а в воздухе витал странный запах, смесь озона, трав и чего-то металлического. Я резко поднялась на локтях и осмотрелась. Мы больше не были в лесу. Передо мной простиралась ровная площадка из серого камня с ровными кругами, выложенными каким-то блестящим металлом. Вокруг поднимались высокие колонны, увитые зелеными лианами, а над головой мерцал ночной небосвод с непривычно яркими звездами. «Где мы?» – выдохнула я, вставая на ноги и ощупывая себя, чтобы убедиться, что все на месте. «Добро пожаловать в круг!» – раздался голос Эльриха. Он стоял в центре площадки, спокойно опираясь на свой посох. «Здесь начинается обучение». Я подошла ближе, нахмурившись. «Что это за место? Какая-то тренировочная база для волшебников?» Он усмехнулся. «Можно сказать и так. Круг – это узел магии, где сходятся потоки энергии. Здесь проще почувствовать ее, освоить азы». Я скрестила руки на груди. «Слушай, магистр Йода, давай сразу к делу. Что я должна сделать? Поиграть с палочкой? Или вылепить фаербол?» Эльрих поднял одну бровь. «Ты бы хотела бросать фаерболы? А кто бы не хотел?» – парировала я. Его улыбка стала шире, и в следующий момент он вскинул посох. В воздухе передо мной появился огненный шар размером с яблоко. Он плавал на уровне моих глаз, светясь теплым оранжевым цветом. «Ого!
только и смогла вымолвить я. Хочешь попробовать? Спросил Эльрих, кивая на огненный шар. А он меня не спалит? Если ты справишься, нет. А если нет? Он слегка пожал плечами. Я взглянула на него, затем на шар и глубоко вздохнула. Это не могло быть сложнее, чем научиться водить машину. Я вытянула руку, стараясь не дрожать, и почувствовала, как тепло шара скользнуло по коже. Это было странно. Он казался живым. «Теперь направь свою волю», — сказал Эльрих. «Представь, что это продолжение тебя». «Ты издеваешься, да?» «Нет», — спокойно ответил он. Я зажмурилась, пытаясь сосредоточиться. Шар слегка дрогнул, а затем рванул вперед, оставляя за собой огненный след, и врезался в одну из колонн. «Ой!» — вскрикнула я, отшатываясь назад. Магистр рассмеялся. «Ну, для первого раза неплохо». Я уставилась на него, чувствуя, как адреналин пульсирует в крови. «Ты бы предупредил, что это так сложно». «И лишить себя удовольствия смотреть, как ты учишься? Никогда!» Я закатила глаза, но внутри почувствовала странное чувство гордости. Если я смогла это, то, возможно, у меня действительно есть шанс. «Ладно, что дальше?» – спросила я, поднимая подбородок. Магистр улыбнулся, слегка кивнув. «Дальше мы узнаем, сможешь ли ты использовать не только огонь, но и саму силу круга. Это будет труднее». Я стиснула зубы, готовясь к новым испытаниям. Ну что ж, если этот загадочный тип решил, что я способна освоить магию, то я сделаю все, чтобы доказать ему. Он не ошибся. Мы продолжили тренировку. Эльрих не давал мне спуску. Каждая новая задача казалась сложнее предыдущей. Он говорил о потоках энергии, об ощущениях в теле и вокруг, но я все еще смотрела на это с долей скепсиса. Когда он попросил меня почувствовать силу круга, я вздохнула, прикрыла глаза и сосредоточилась, как он велел. «Расслабься», — раздался где-то его голос. «Ты слишком напряжена». «Я вообще не понимаю, что я делаю», — огрызнулась я. «Именно поэтому у тебя ничего и не получается», — хмыкнул он. «Ты пытаешься контролировать вместо того, чтобы слушать». «Слушать? Что? Камни?» «Себя саму», — серьезно ответил он. «Прислушайся к тому, что в твоей голове». Я снова закрыла глаза, глубоко вздохнула и постаралась услышать что-то внутри. Сначала было пусто, только мое раздражение и легкая усталость. Но потом тепло. Оно медленно поднималось от земли, проходило сквозь мои ноги, заполняло грудь и руки. Ощущение было таким, словно меня кто-то окутывал невидимым покрывалом. «Это странно», – прошептала я. «Хорошо, теперь направь это тепло», – сказал он. «Куда?» «Куда пожелаешь». Я открыла глаза, и в следующий момент яркая вспышка света ударила от моих ладоней прямо в центр круга. Каменная площадка засияла, линии металла вспыхнули голубоватым светом. «Я сделала это?» – спросила я, потрясенно глядя на результат. Маг улыбнулся, но в его взгляде была тень беспокойства. «Да, сделала, однако». «Однако что?» – тут же насторожилась я. Он внимательно посмотрел на меня. «Ты слишком быстро освоила это. Это непривычно и опасно». «Опасно?» – переспросила я. «Ты сам велел мне попробовать, а теперь жалуешься?» «Я не жалуюсь, Марта, я предупреждаю. Если ты не научишься контролировать эту силу, она может уничтожить тебя». «Хорошо, и что мне делать?» «У нас есть немного времени, чтобы подготовиться. Но скоро об этом узнают другие». «Другие?» – переспросила я. «Какие другие?» «Настоящие колдуны. Те, кто не будет рад твоему появлению». Сердце ёкнуло, но я подняла подбородок. «Тогда учи меня поскорее. Если на мой дом нападут маги с огненными шарами, я хочу их достойно встретить». «Тогда начнем с настоящей магии. Ты готова?» «Готова». Следующие дни или недели,
кто вообще знает, как тут считается время, прошли в непрерывных тренировках. И если раньше я считала, что моя прошлая жизнь – это марафон с препятствиями, то теперь поняла, что это было нечто вроде разогрева перед реальной гонкой. Эльрих оказался строгим, но терпеливым учителем. Он заставлял меня снова и снова повторять простейшие заклинания, пока я не смогла делать их с закрытыми глазами. Призвать огонек, заставить воду в кувшине вскипеть, зажечь свечу одним прикосновением – все это казалось мелочами, но он твердил, что именно с таких основ и начинается настоящая магия. «Ты не можешь построить дом без фундамента», – говорил он, наблюдая, как я сосредотачиваюсь на очередной вспышке света. «Может, и не могу, но дом мне нужен сейчас, а не через год», – ворчала я. Маг только усмехался, но, честно говоря, его уроки начали приносить плоды. Постепенно я научилась не просто чувствовать магию, но и направлять ее. Конечно, иногда получались неожиданные эффекты. Например, один раз вместо огонька у меня вышла маленькая молния, которая чуть не попала в кота, сидящего неподалеку. «Ну вот, теперь еще и молнии», – недовольно буркнула я. «Магия всегда идет туда, куда направляет ее твое подсознание», – объяснил Эльрих. «Возможно, ты подсознательно злилась на кошку». «Конечно, злилась. Ты заставляешь меня работать с рассвета до заката». Он только хмыкнул и продолжил объяснять, как нужно успокаивать поток энергии. На 4-й день наших занятий, или, может быть, это был 10-й, кто знает, случилось нечто странное. Мы занимались на той же площадке, и все шло как обычно. Маг наблюдал за моей попыткой создать нечто вроде защитного щита, но вдруг замер, будто прислушиваясь. «Что-то не так?» – спросила я, осторожно ставя щит на паузу. Он не ответил, только сжал посох сильнее. «Марта, убери магию! Быстро!» Я растерянно посмотрела на него. «Почему?» «Просто сделай!» – рявкнул он, и я поняла, что шутки кончились. Я резко оборвала поток энергии, и щит исчез. В этот момент я тоже услышала это. Тихий, почти неуловимый звук, напоминающий шелест ветра, но в нем было что-то неправильное. «Это они!» – прошептал Эльрих, и его лицо впервые за все время казалось по-настоящему испуганным. «Кто они?» «Те, о ком я говорил, настоящие колдуны. Они чувствуют магию круга и ищут ее источник». «Так пусть ищут дальше. Мы можем спрятаться?» Он покачал головой. «Это не так просто. Круг уже активирован, и они знают, что здесь кто-то есть». Я почувствовала, как холодок пробегает по спине. «Ладно, и что нам делать?» Эльрих посмотрел на меня, и его взгляд стал твердым. «Мы готовимся. Если они решат напасть, ты должна быть готова защитить себя». «Самооборона магией?» – попыталась я усмехнуться, но получилось нервно. «Именно. Сегодня у тебя будет первый реальный бой». Слова застряли у меня в горле. «Бой? Да я даже муху с первого раза прихлопнуть не могла, а тут какие-то волшебники, жаждущие нашей крови». Но я поняла, что выбора у меня нет. «Хорошо», – выдохнула я. «Что мне делать?» «Доверяй себе. Все, чему ты училась, пригодится тебе сегодня». Я закрыла глаза, собирая все крохи решимости. Сегодня мне придется доказать, что я не просто случайная девушка, попавшая в этот мир. Ночь опустилась на деревню быстрее, чем я ожидала. Воздух стал плотным, как в шторм, и казалось, что сама природа затаила дыхание. Эльрих вел меня в круг, говоря, что он обладает защитной силой, хотя я в этом не была уверена. Кто может защитить от волшебников, которые, вероятно, могут устраивать огненные фейерверки одним движением руки? «Держись ближе к центру», — напомнил он. «И помни, не позволяй им запугивать тебя». «Запугать?» — нервно фыркнула я. «А как насчет паники? Это тоже включено в программу?» Маг бросил на меня короткий взгляд, но промолчал. Я заметила, что он и сам был напряжен.
Его пальцы крепко сжимали посох. Если он боится, что уж говорить обо мне? Вдруг все вокруг стихло. Даже сверчки, обычно такие назойливые, замолчали. А потом я их увидела. Из темноты начали появляться фигуры. Высокие, закутанные в черные мантии с капюшонами, скрывающими лица. Они двигались плавно, как будто скользили по земле. «Прекрасно», – прошептала я. «Ужасные люди в капюшонах. Это ведь хороший знак, да?» «Тихо», – сказал Эльрих, но голос его дрожал. Один из них шагнул ближе и остановился у самого края круга. Он медленно поднял руку, обнажая бледные пальцы с длинными когтями. «Кто осмелился пробудить силу круга?» – прогремел голос. Я сделала шаг назад, но маг сжал мое плечо. «Спокойно», – прошептал он. «Пусть думают, что ты сильнее, чем есть на самом деле». «А как это сделать?» – прошептала я в ответ. «Притворись, что ты здесь главная», – сказал он, а затем громко добавил. «Это ее магия!» Я обернулась к нему, широко распахнув глаза. «Ты что, издеваешься?» – прошипела я. Но было поздно. Все фигуры разом повернули головы в мою сторону. «Ты?» – прогремел голос. Я почувствовала, как ноги подкашиваются, но заставила себя выпрямиться и даже высоко поднять подбородок. «Да!» – сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А что, не нравится?» Мне казалось, что они сейчас расхохочутся. Но вместо этого фигура в капюшоне медленно наклонила голову. «Неплохо!» – протянул он для смертной. Сердце ёкнуло. Они знали, конечно знали, как долго я смогу поддерживать этот обман. «Что вам нужно?» – продолжила я, делая шаг вперед. Эльрих напрягся рядом, но не вмешивался. «Мы пришли за кругом», – сказал другой голос, более низким, чем первый. «А я не пришла», – парировала я, скрещивая руки на груди. «И что теперь?» «Если не уйдешь, мы уничтожим тебя», – холодно ответил первый. «А, так вы из тех, кто сразу с угрозом?» «Да?» Я сделала вид, что зеваю, хотя внутри все кричало, чтобы я бежала куда-нибудь подальше. «Не впечатляет!» Эльрих напрягся еще сильнее. Я чувствовала, что он вот-вот вмешается, но продолжала тянуть время. «Я не уйду!» – сказала я твердо. «И вы ничего не получите!» Тени шевельнулись, и я заметила, как одна из них подняла руку, направляя на меня что-то похожее на тонкий поток тьмы. Время словно замедлилось. «Марта, берегись!» – крикнул Эльрих. Я не знаю как, но мои руки сами взметнулись вверх, и я почувствовала, как внутри меня вспыхнула энергия, как горячий поток пронесся через все тело. Свет вырвался из моих ладоней и ударил в темный поток. Воздух взорвался гулом, и все вокруг осветилось, как в полдень. Когда я снова смогла видеть, фигуры отступали, их капюшоны развивались, будто их гнал сильный ветер. «Это не конец!» – бросил один из них. «Мы вернемся!» И они исчезли, растворившись в ночи. Я опустилась на колени, дрожа всем телом. «Ты справилась!» – раздался голос Эльриха, полный облегчения. Это было...» Слова не шли у меня из горла. Он присел рядом, положив руку мне на плечо. «Это только начало», – сказал он тихо. «Теперь они знают, что ты здесь, и они вернутся». «Отлично», – выдохнула я. «В следующий раз я буду готова». Хотя не была уверена, кого пыталась убедить, или его, или себя. На следующее утро деревня ожила как никогда. Оказалось, слухи распространялись быстрее, чем жареные пирожки из местной пекарни. Люди, до этого боявшиеся даже смотреть в мою сторону, теперь выстраивались у двери с просьбами, предложениями и подарками. «Ты видела?» – оживленно шепталась пара женщин у колодца, пока я выходила из дома. «Она прогнала темных магов! Свет вырвался из ее рук, как у богини!» «Да ну, у богини!» –
ворчливо отвечала другая. Но не поспоришь, наша ведьма-то не промах. Наша ведьма, значит? Отлично. Если так пойдет дальше, я, наверное, скоро стану местным божеством. Эльрих, впрочем, не разделял восторгов жителей. Он выглядел мрачным, когда я встретила его у калитки. «Что за лицо?» – спросила я. «Мы их прогнали». «На время», – коротко ответил он. «И что, это же хорошо? Я думала, мы отпразднуем. Может, испечем пирог?» «Ты не понимаешь», – сказал он тихо, почти шепотом. «Они теперь знают, что ты можешь сопротивляться. Это не остановит их, это разозлит». «Разозлит?» – протянула я. «И что? Пусть злятся. У меня есть свет из ладоней и твои магические круги. Мы в порядке». Эльрих устало вздохнул. Это был не магический круг. «Что?» «Круг – это обманка, чтобы ты чувствовала себя защищенной». Я замерла. «Ты хочешь сказать, что это была просто линия на земле?» «Да». «И ты думал, это сработает?» «Нет, но ты верила. Этого было достаточно, чтобы ты не сбежала». Я открыла рот, чтобы возмутиться, а потом захлопнула его. На что я жалуюсь? Это же сработало. «Ладно», — сказала я наконец, — «ну что тогда было с этим светом?» Маг взглянул на меня с каким-то странной смесью уважения и беспокойства. «Это была твоя сила». «Моя?» «Да, ты можешь отрицать сколько угодно, но вчера ты пробудила настоящую магию». Я нахмурилась. Это казалось нереальным, что во мне могла быть хоть какая-то магия, но воспоминание о вспышке света было слишком явным, чтобы его игнорировать. «Ну ладно, допустим», — сказала я, — «но что мне теперь делать?» «Учиться», — ответил он, — «и готовиться». В этот момент из-за угла появился толстяк Петр с корзиной яблок. Он торопливо подошел ко мне, сияя улыбкой. «О, великая ведьма!» – начал он громко. «Благодарим за вашу защиту! Эти яблоки в знак нашего восхищения и признательности!» Я закатила глаза, но приняла корзину. Отказываться от еды было бы глупо. «Спасибо, Петр», – сказала я, стараясь выглядеть серьезной. Но как только он ушел, я повернулась к Эльриху. «Если эта магия принесет еще одну корзину яблок, я согласна учиться». Он покачал головой, но я заметила, как уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. «Ты не понимаешь, что началось, Марта», — сказал он, — «но скоро поймешь». Я не знала, что он имел в виду, но в этот момент меня больше волновал запах яблок. Что бы ни происходило, я собиралась встретить это с полным желудком. День продолжился в напряженной суете. Жители деревни то и дело приходили с мелкими просьбами вылечить больного ягненка, помочь с урожаем, проклясть ленивого мужа, который слишком много времени проводил в таверне. Но все это отвлекало от главного. Маг был прав, мне нужно было понять, что произошло той ночью. Когда солнце клонилось к закату, я оставила дела и отправилась к нему. Он сидел у себя в хижине, листая древний потрепанный фолиант. «Ну, учитель», — сказала я, заходя вовнутрь и садясь напротив, — «ты обещал обучить меня магии. С чего начнем?» «Хорошо», — произнес он, — «начнем со снов». Он поставил на стол миску с водой. «Что это? Введение в магию или урок по стирке?» «Сосредоточься», — сказал он. «Попробуй почувствовать воду». «Почувствовать воду?» «Да, представь, что она продолжение твоей энергии». Я закатила глаза, но протянула руку к миске. Честно говоря, я не ожидала ничего особенного. Может, легкий всплеск, если я ее случайно задену. Но как только я сосредоточилась, вода начала двигаться. Маленькие круги, словно кто-то бросил камень. Я застыла, не веря своим глазам. «Это что, я? Это ты!» Скептицизм, который сопровождал меня с этого момента, начал трещать по швам. «Значит, магия – это правда?» – выдохнула я. «Магия – это правда», – подтвердил он.
Но ее нужно контролировать. А если я не хочу быть ведьмой? Но ты ею являешься. Это не выбор, это часть тебя. Я задумалась. «И сколько мне придется учиться?» – спросила я. «Всю жизнь», – ответил он спокойно. «Великолепно», – пробормотала я. Внезапно в дверь постучали. Мы оба напряглись. Эльрих кивнул, и я открыла. На пороге стоял мужчина, высокий, с густыми волосами, одетый лучше, чем кто-либо в деревне. «Ты ведьма?» – спросил он, не тратя время на приветствие. «А кто спрашивает?» – я сложила руки на груди. «Меня зовут Ардрик, и я из соседнего города. Мне сказали, что здесь живет женщина, способная противостоять темным магам». «Сказали правильно», – кивнула я, стараясь выглядеть уверенно. «Мне нужна твоя помощь», – произнес он. «Если ты откажешься, пострадают невинные». Вот и началось. Я бросила взгляд на Эльриха, но он лишь мрачно кивнул. «Ладно», – сказала я, – «рассказывайте». Ардрик вошел вовнутрь, и его крупная фигура заполнила собой все пространство маленькой комнаты. Он снял дорожный плащ, обнажив кольчужный воротник и меч на поясе. Выглядел он как человек, привыкший решать проблемы силой. Но сейчас, судя по его лицу, дело оказалось сложнее, чем обычный бой. «Темные маги напали на деревню неподалеку от нас», – начал он, садясь за стол. «Они уничтожили посевы, похитили несколько человек и оставили предупреждение. Если мы не подчинимся, следующей жертвой станет весь город. И вы хотите, чтобы я прогнала их взмахом руки? Люди говорят, ты смогла справиться с ними здесь. Если это правда, ты наш единственный выход». Я посмотрела на Эльриха, ища поддержки, но он не сказал ни слова, только нахмурился. «Это слишком опасно», — сказал он наконец. «Ты только начинаешь учиться, ты не готова». «А если я не пойду, что будет?» — спросила я, повернувшись обратно к Ардрику. «Если ты не поможешь, десятки людей умрут. Дети, старики, те, кто не может защитить себя». Тяжелое молчание повисло в комнате. Я чувствовала, как внутри меня борются две силы. Здравый смысл, который вопил «нет», и странное чувство ответственности, которое росло каждым его словом. «Ладно», — сказала я, — «я помогу». Эльрих резко поднялся. «Ты даже не знаешь, что делаешь», — сказал он. «Ты думаешь, это героизм? Это глупость». «Может быть», — ответила я, — «но я не могу просто сидеть здесь, зная, что могу что-то сделать». «Тогда я пойду с тобой». «И я», — добавил Ардрик, улыбнувшись уголком губ, — «если позволите». «Великолепно», — подумала я, — «собирается целая команда спасателей». Мы договорились выйти на рассвете. Пока Ардрик рассказывал о маршруте, я пыталась не думать о том, что, возможно, на этот раз мне не хватит ни моих трюков, ни везения. Но когда он закончил, я ощутила странное спокойствие. Может, я все еще не понимала, как это работает, но магия уже была частью меня. А значит, у нас есть шанс. На рассвете деревня встретила нас тишиной, нарушаемой лишь легким треском костра на центральной площади. Ардрик был уже готов, его снаряжение блестело. Эльрих, напротив, выглядел так, будто только что вылез из постели. «Готово?» – спросил он. «Я всегда готова. Кстати, а что у нас за план?» «План?» – усмехнулся Эльрих. «Выжить!» Я закатила глаза. Вот почему я терпеть не могу магов. Никакой конкретики. Ардрик, напротив, выглядел более собранным. Он указал на тропу, которая вела за пределы деревни. До деревни, о которой я говорил, полдня пути. По дороге мы можем встретить разбойников, так что будьте готовы. Разбойников? Замечательно. Я не готова к настоящим боям. У меня в сумке всего-то пара ножей, немного трав и несколько магических порошков, которые я приготовила еще ночью, чтобы хоть немного чувствовать себя увереннее. Мы отправились в путь. Сначала все было тихо. Я даже успела сорвать несколько необычных листьев для своей колдовской коллекции.
Однако спустя пару часов наш путь был прерван. Из-за поворота вышли трое. Они были грязные, вооруженные ржавыми мечами и луком. «Деньги или жизнь?» – объявил один из них, ухмыляясь. «А если у нас нет денег?» – спросила я. «Тогда берем жизнь», – отрезал он, обнажая меч. Я повернулась к компаньонам. Первый смотрел на разбойников так, будто они ему абсолютно неинтересны, а второй уже тянулся к своему оружию. «Эй, может, сначала поговорим?» – попыталась я. Но это был не мой день. Разбойники бросились на нас. Ардрик мгновенно ринулся вперед. Его меч сверкнул в лучах солнца. Он сражался, как настоящий герой из сказок. Каждое движение было быстрым и точным. Эльрих, с другой стороны, поднял посох, и разбойники, кажется, немного занервничали. Но меня это не спасало. Один из них направился прямо ко мне. «Так, не паникуем», – пробормотала я себе под нос. «У тебя есть нож, у тебя есть порошки». В момент, когда он замахнулся, я бросила в него горсть одного из своих заклинательных порошков. Разбойник тут же остановился, закашлялся и опустил меч. «Лук, базилик и щепотка горчицы», – пробормотала я с облегчением. «Работает». Тем временем Эльрих закончил свое магическое шоу. Один из разбойников был обездвижен, а другой просто убежал. Ардрик, подтвердив очередным ударом свою репутацию героя, повернулся ко мне. «Что ты сделала?» – спросил он, глядя на кашляющего разбойника. «Магия!» – улыбнулась я, пряча остатки порошка. «Лучшая в своем роде». Он недоверчиво покачал головой. Мы продолжили путь. Я понимала, что это была лишь разминка. Настоящие испытания ждали нас впереди. Деревня, о которой говорил Ардрик, была видна уже издалека. Ее окружал деревянный частокол, местами подгоревший. Казалось, все вокруг словно застыло в ожидании. Даже ветер, обычно шалявший в кронах деревьев, стих, будто боялся потревожить эту странную тишину. «Не нравится мне это. Они обычно ставят дозорных», – пробормотал Ардрик. «Может, все решили уйти в отпуск?» – предположила я. Эльрих молча поднял посох, как будто чувствовал что-то, что нам было неведомо. «Здесь осталась магия», – сказал он, – «старая и сильная». «Прекрасно», – вздохнула я. «Я-то думала, у нас будет простой поход». Мы осторожно подошли к воротам. Ардрик жестом приказал нам остановиться, а сам тихо проскользнул внутрь. Я едва не закричала ему вслед «Не геройствуй!», но вместо этого просто ждала. Через минуту он вернулся. «Все мертвое», — сказал он, — «ни людей, ни животных». Я почувствовала, как внутри все сжалось. Мы вошли вовнутрь. Дома были покосившиеся, на земле валялись осколки посуды. Казалось, что жители деревни в панике оставили свои дома. «Здесь что-то произошло», — сказала я. «Это работа темных магов», — ответил Эльрих. «Я чувствую остаточные потоки». «Остаточные что?» — переспросила я. «Остаточные потоки магии. Она выглядит как след. Можно понять, что именно здесь происходило, если знать, как смотреть». «И что нам с этим делать?» – спросила я. «Мы найдем тех, кто это сделал», – твердо сказал Ардрик. «Да? А как мы их найдем? Позовем на чай?» «Возможно», – задумчиво сказал Эльрих, – «они оставили метку». Он указал на деревянный столб в центре деревни. На нем был вырезан странный символ, напоминающий переплетение змей. Это знак их культа. Они используют такие, чтобы предупредить или запугать. Запугать? «Ну, поздравляю», — сказала я, — «у них получилось». «Хватит», — оборвал Ардрик. «Мы должны найти их и остановить». Я чувствовала, что мои руки дрожат, но старалась держать себя в руках. В конце концов, разве я не та самая ведьма, на которую все рассчитывают? «Ладно, что нужно сделать?» Эльрих взглянул на меня с неожиданной серьезностью. «Если ты хочешь сразиться с ними, ты должна быть готова к тому, что это не трюк.
Здесь тебе не помогут твои порошки. Ты недооцениваешь силу базилика, пробормотала я, но внутри осознавала, что он прав. У нас есть время до заката. Они не придут сюда сейчас, но ночью... Я молча кивнула. Ардрик снял свой меч и начал проверять лезвие. Эльрих сел у костра и закрыл глаза, вероятно, погружаясь в свои магические размышления. Я же начала копаться в своей сумке, думая, что еще можно сделать. Может, я и не настоящая ведьма, но сдаваться я точно не собиралась. До заката оставалось всего несколько часов, и напряжение в воздухе можно было резать ножом. Я попыталась отвлечься, сосредоточившись на приготовлении чего-то полезного. В конце концов, если я собираюсь притворяться ведьмой, мне нужно делать это с размахом. Я достала все свои порошки и травы, разложила их на земле и начала составлять план. «Что ты делаешь?» – раздался голос за моей спиной. Я подняла голову и увидела Ардрика. «Готовлюсь», – ответила я. «К чему? К пекарскому турниру?» «Очень смешно», – бросила я. «Если хочешь выжить, не мешай». Он фыркнул, но отошел, оставив меня в покое. Когда все было готово, я посмотрела на свои творения. Да, это выглядело не слишком впечатляюще, но я была уверена, что сумею использовать это с пользой. К тому времени, когда солнце начало клониться к горизонту, Эльрих, наконец, поднялся на ноги. «Они придут», — сказал он. «Кто они?» — спросила я. «Темные маги. Это маги, которые питаются страхом». «Замечательно. А у меня тут только сода с уксусом». «Что это?» — нахмурился он. «Магия 21 века», — усмехнулась я. Эльрих покачал головой, но ничего не сказал. Когда тьма окончательно окутала деревню, атмосфера изменилась. Воздух стал тяжелым, и я почувствовала, как волосы на руках встали дыбом. «Они здесь», – прошептал Ардрик, хватаясь за меч. И в тот же миг из темноты появились фигуры. Их лица скрывали капюшоны, а длинные посохи светились зловещим красным светом. «Пришло время расплаты», – произнес один из них. «Что ж, давай проверим, кто тут на самом деле ведьма», – пробормотала я, поднимая свои мешочки с порошками. Первое, что я сделала, я бросила смесь отвлекающего дыма в сторону магов. Облако густого серого тумана тут же окутало их, вызывая кашель и замешательство. «Что это?» – раздался чей-то крик. «Сюрприз!» – усмехнулась я, кидая еще один мешочек, на этот раз с уксусом и содой. Смесь зашипела и начала пузыриться, создавая эффект кипящей лужи. Тем временем Ардрик ринулся в бой. Его меч сверкнул в свете луны. Эльрих использовал свои заклинания, сковывая движения магов. Я же продолжала импровизировать, разбрасывая свои заклинания и делая все возможное, чтобы держать врагов на расстоянии. Но, конечно, долго так продолжаться не могло. Один из магов оказался слишком быстрым. Он вырвался из дыма и направился прямо ко мне. «Ну уж нет», – пробормотала я, хватая ближайший мешочек. Это была соль. «Отступи!» – закричала я и бросила соль ему в лицо. На удивление это сработало. Маг закричал и отступил, будто я плеснула в него кислотой. «Неплохо», – сказал Эльрих, отбивая удар посоха одного из врагов. «Но тебе все равно лучше держаться ближе ко мне». Битва кипела вокруг, превращая тишину мертвой деревни в хаос грохота, криков и вспышек магии. Ардрик двигался как хищник. Его меч был не просто оружием, а продолжением его самого. Эльрих стоял позади нас, направляя потоки магии в атакующих магов, которые, несмотря на наши усилия, продолжали надвигаться. Я старалась не паниковать, напоминая себе, что, возможно, мои псевдозаклинания имеют больший эффект, чем я думала. Во всяком случае, соль и дым уже доказали свою эффективность, а у меня оставалось еще несколько сюрпризов в запасе. «Они приближаются!» – крикнул Ардрик, увернувшись от удара посоха. «Мы не сможем держаться долго!»
«Спасибо за мотивацию», – пробормотала я, хватая небольшой мешочек с остатками толченого мела. Рисовать круги из мела на земле времени не было, поэтому я просто бросила порошок под ноги одному из магов. Тот вздрогнул, поскользнулся и упал, сбив еще двоих своих товарищей. «Эй, это работает!» – крикнула я, оглядываясь на Эльриха. Но он не ответил. Его лицо побледнело, а взгляд был прикован к самой высокой фигуре среди магов. Тот, кто, казалось, командовал ими, шагнул вперед, и его красный посох светился все ярче. «Ведьма!» – произнес он громовым голосом, указывая на меня. Я ощутила, как к горлу подступает ком страха. «Да», – ответила я, пытаясь говорить уверенно. «Ты слишком часто вмешиваешься», – продолжал он. «Твоя ложь – это насмешка над настоящей магией». «Ложь?» – фыркнула я. «А у тебя что, есть лицензия на волшебство?» Его посох поднялся, и мне стало не до шуток. В следующий миг из посоха вырвалась темная вспышка, направленная прямо на меня. «Нет!» – крикнул Эльрих, но не успел поставить защиту. Все, что я могла сделать, это бросить мешочек с уксусом прямо в лицо мага. Силы хватило на то, чтобы его отвлечь, а его заклинание отклонилось в сторону, попав в дерево за моей спиной. «Что ты делаешь?» – закричал Ардрик, отбивая нового противника. «Стараюсь не умереть», – ответила я, бросаясь к ближайшему укрытию. Тем временем Эльрих воспользовался замешательством врага и начал свое заклинание. Его посох засветился ярким голубым светом, и я почувствовала, как воздух вокруг нас наполнился напряжением. «Прикройте меня!» – крикнул он. Ардрик рванул вперед, словно волна, отбрасывая противника в сторону. Я же пыталась помочь ему, разбрасывая остатки соли и дымовых мешков, как будто это могла быть последняя наша битва. Когда заклинание Эльриха достигло своего пика, воздух разорвался громовым гулом, и яркая вспышка света окутала деревню. Я прикрыла глаза рукой, чувствуя, как земля под ногами дрожит. Когда я, наконец, смогла видеть, маги исчезли. На месте их лидера остался лишь обугленный след. «Мы победили?» – просила я, чувствуя, как ноги подкашиваются от усталости. «На этот раз», – мрачно сказал Эльрих, опираясь на посох. Ардрик подошел ко мне, его меч был опущен, но лицо оставалось серьезным. «Ты хорошо справилась, ведьма», – сказал он с легкой усмешкой. «Да уж, лучшая ведьма-импровизатор», – пробормотала я, опускаясь на землю. Но что-то внутри меня подсказывало, что это была не последняя встреча с настоящей магией. И в следующий раз мои трюки могут оказаться недостаточными. После боя деревня погрузилась в зловещую тишину. Жители, которые прятались в ближайшем лесу, начали возвращаться и осторожно выходить на улицу. Их глаза были полны страха, но в них читалась и надежда. «Ведьма победила!» – выкрикнул кто-то, и на площади раздался гул одобрения. Я хотела возразить, объяснить, что это была чистой воды импровизация, но внезапно поняла. Пусть они продолжают верить в них. Страх перед настоящими магами слишком велик, а их вера в меня может стать щитом для всех нас. «Да», – устало кивнула я, вытирая с лица сажу, но это была только первая битва. Толпа замолчала. Люди смотрели на меня так, словно я только что объявила, что их любимый пирог запрещен. «Они вернутся?» – с тревогой спросил староста. «Думаю, да», – честно ответила я. Их предводитель был силен, но теперь они знают, что тут им противостоят. «Настоящая ведьма», – пробормотал кто-то в толпе. Я бросила взгляд на Эльриха. Его лицо оставалось серьезным, но в уголках губ мелькала тень одобрительной улыбки. «Нам нужно готовиться», – заявила я. «Укрепить дома, собрать запасы. Если маги вернутся, мы должны быть готовы дать им отпор.
Мы подчиняемся тебе, ведьма. Староста низко поклонился, и я почувствовала себя слегка неудобно. Как только толпа разошлась, оставив нас троих на площади, я упала на скамейку, чувствуя, как силы покидают меня. «Думаешь, они вернутся?» – спросил Ардрик. «Уверена», – ответила я, потирая виски. «Ну, теперь настрое, это уже что-то». «Если хочешь остаться в живых, тебе придется научиться настоящей магии», – сказал Эльрих, внимательно глядя на меня. Я фыркнула. «Да что ты говоришь? Я тут уже третий день с солью и уксусом фокусы показываю. Может, пора посвятить меня в великие тайны?» «Магия – это не трюк», – спокойно ответил он. «Это сила, которую нужно заслужить». «Отлично, я как раз свободна завтра днем. Давай начнем». «Что дальше?» – спросил Ардрик. Его голос звучал устало, но в глазах горел огонек. «Дальше мы укрепим деревню и начнем готовиться к тому, чтобы заставить настоящих магов пожалеть, что они сюда сунулись», – ответила я. «Надеюсь, у тебя есть план?» Я подняла мешочек с остатками своей магии. У меня есть много идей, и поверь, они будут работать. Следующие несколько дней стали для нас сплошным вихрем подготовки. В деревне царила кипучая деятельность. Мужчины укрепляли дома, женщины плели из веток и трав что-то вроде защитных амулетов, а дети разносили по всей деревне воду и еду. Я взяла на себя роль главной ведьмы, говорила с каждым жителем, успокаивала, объясняла, зачем те или иные приготовления, и разрабатывала план. Да, у меня не было магии, но зато были мозги, которые могли изобретать чудеса на ходу. Эльрих стал моей тенью. Он наблюдал за каждым моим действием, будто пыталась понять, где заканчивается хитрость и начинается магия. Иногда он давал небольшие советы, но в целом сохранял молчание. «Ты ученый или фокусник?» – спросил он как-то вечером. «Называй как хочешь», – ответила я, пожимая плечами. «И если оно работает, какая разница, как это называется?» Он усмехнулся. «Магия не только сила, это ответственность. Ты мне нравишься, философ», – отозвалась я. «Но пока ты отвечаешь за заклинания, а я за импровизацию». Ардрик же не скрывал своего скепсиса. Он был прямолинеен, даже слишком. «Это все не сработает», когда я рассказывала о ловушках с использованием пороха, сказал он однажды. «Ты так говоришь каждый раз, а потом удивляешься, как я снова всех спасла», – парировала я. «Просто надеюсь, что твои фокусы продержат нас до конца», – буркнул он, отходя прочь. Маги не заставили себя долго ждать. Вечером третьего дня на горизонте показались их силуэты. В этот раз их было больше, чем в первый раз. «Отлично, толпа побольше. Как раз мои сюрпризы пригодятся», – пробормотала я. «Они привели старшего мага», – тихо сказал Эльрих, подходя ближе. Я прищурилась, разглядывая фигуру в алом плаще с блестящим посохом. «Новый босс», – кивнула я. «Ладно, и с этим справимся». «На этот раз шутки не помогут», – сказал он серьезно. «Тебе нужно выбрать, отступать или сражаться». «Эльрих, ты можешь больше не напоминать мне, что у меня нет магии?» – огрызнулась я. «А ты можешь перестать делать вид, что ты не боишься?» Я на мгновение замолчала. «Конечно, боюсь», – призналась я, «но я боюсь больше за этих людей, и если мне нужно будет стать настоящей ведьмой, значит, так и будет». Он посмотрел на меня, и я заметила в его глазах теплую искру, которой раньше не было. «Тогда давай сделаем это вместе», – сказал он. В этот момент раздался громкий звук, похожий на гром. На поле маги начали строиться в линию, и я поняла, что времени у нас совсем мало. «Ладно», – выдохнула я, – «все на позиции. Сегодня мы покажем им, что не только магия способна на чудеса». Шум толпы магов наполнял воздух тяжелым гулом.
Они приближались. Их магия, казалось, разливалась невидимым туманом, подчиняя себе все вокруг. Трава под ногами чернела, а деревья вдоль дороги сбрасывали листву, словно испытывая страх. На мгновение я почувствовала, как холод пробирает до костей. Эльрих заметил это и тихо сказал: «Не сдавайся, их магия питается страхом». Я кивнула, хотя внутри меня все кричало. Пока маги приближались, наши ловушки были приведены в действие. Первые, установленные на подступах к деревне, сработали безупречно. Порох вспыхнул, взрывая глиняные горшки со зловонной смесью, которую мы приготовили заранее. Столбы густого черного дыма поднялись в воздух, заставляя врагов замедлить шаг. «Отлично!» – прошептала я. «План А работает». Ардрик, стоявший рядом, только хмыкнул. «Надеюсь, у тебя есть план Б, если этот лопнет, как глиняный горшок?» Я не ответила. План Б у меня был, но о нем лучше пока не думать. Когда маги, наконец, прорвались сквозь дым, они столкнулись с нашей второй линией обороны. Сети, пропитанные солью и крепким отваром перца, были натянуты между домами, словно паутина. Первые ряды врагов запутались в них, а те, кто пытался прорваться, вскоре выли от боли, пытаясь избавиться от жгучей смеси. Но вот наступил момент, которого я боялась больше всего. Красный маг с посохом подошел ближе, и его голос загрохотал над деревней, как гром. «Кто здесь смеет противиться воле тьмы? Покажитесь, смертные!» Я сделала глубокий вдох и шагнула вперед. «Я!» – громко сказала я, стараясь придать голосу уверенность. «Я ведьма этой деревни, и твоя магия здесь не имеет власти». Толпа за моей спиной затаила дыхание. Даже Эльрих посмотрел на меня с легким удивлением. Красный маг усмехнулся. «Ведьма? Ты смеешь называть себя так, не зная истинной силы? Покажи, на что ты способна, или уступи мне». Я сжала руки в кулаки, лихорадочно обдумывая, что делать, и вдруг услышала тихий шепот Эльриха. «Используй их страх». Тогда я подняла руку, словно собираясь сотворить заклинание. «Ты вызвал меня», — громко произнесла я, вкладывая в голос всю силу. «И ты не уйдешь отсюда живым». Позади кто-то включил заранее приготовленную сцену. Несколько горшков с порохом и яркими химическими смесями вспыхнули огнем, выпуская искры и дым. Красный маг замер, а его глаза сверкнули опасным интересом. «Ты блефуешь», — сказал он. «Попробуй!» И в этот момент началось настоящее безумие. Его посох вспыхнул, и воздух передо мной взорвался потоками магии. Но я была готова. В сторону магов полетели бутылки с горючей смесью, а по команде Ардрика натянулись канаты, которые опрокинули впереди стоящих врагов. Эльрих тем временем бросился в бой. Его руки светились синеватым светом. Он в одиночку отбивался от ближайших магов, создавая настоящие магические барьеры. Все вокруг превратилось в хаос. Я даже не помню, как успела броситься к красному магу, чтобы отвлечь его внимание. «Твоя магия – ничто против науки!» – выкрикнула я, метнув в его сторону один из наших фейерверков. Он отбил атаку посохом, но этого хватило, чтобы Эльрих подошел ближе. Их магии столкнулись, и я отлетела назад от мощного взрыва энергии. Когда я открыла глаза, битва еще продолжалась. Но что-то изменилось. Люди начали верить в победу. И эта вера была сильнее страха. Красный маг знал, что выигрывает время, чтобы его темные заклинания окутали деревню. Он повернулся ко мне, и его лицо исказило ухмылка. «Ты отвлекаешь меня фокусами, девчонка, но твое время вышло.
Но я была не той, кто отступает. Время? Сейчас посмотрим. И с этими словами я выхватила последнее из своих оружий. Небольшую сферу, начиненную смесью из пороха и масла, которую мы собрали ночью. Она выглядела как простая игрушка, но ее содержимое могло устроить настоящее зрелище. «Что это?» – спросил красный маг. «Это твое фиаско!» – ответила я и бросила сферу прямо под его ноги. Взрыв был громким и ярким. Земля задрожала, а воздух наполнился ослепительными искрами. Красный маг отшатнулся, закрыв лицо плащом, и потерял равновесие. И в этот момент Эльрих воспользовался его замешательством и нанес свой магический удар. Синий свет ослепил всех. Эльрих выкрикнул заклинание, и магия красного мага развеялась, как пепел на ветру. Он рухнул на колени, и его посох треснул пополам. А сам он выглядел так, будто лишился всей своей силы. «Ты заплатишь за это», – прошептал он, глядя на меня с ненавистью. «Уходи, пока можешь», – холодно сказал Эльрих. «Или я завершу то, что начал». Красный маг, пошатнувшись, поднялся и, бросив на нас последний взгляд, растворился в тени вместе со своими приспешниками. Наступила тишина. Я стояла, пытаясь прийти в себя. Голова кружилась, сердце колотилось, а руки дрожали так, что я едва могла их поднять. «Это было пробормотал Ардрик, подходя ко мне. «Слишком близко», – выдохнула я. Жители деревни, которые прятались за баррикадами, начали выходить, сначала осторожно, а потом с радостными криками. Кто-то плакал от облегчения, кто-то благодарил нас. Эльрих подошел ко мне, его лицо было серьезным. «Ты спасла их», – тихо сказал он. Я кивнула, чувствуя усталость, которая навалилась на меня всей своей тяжестью. Но я не одна сделала это. Мы спасли их вместе. В ту ночь деревня праздновала. А я впервые за долгое время почувствовала, что сделала что-то действительно важное. Но я знала, что это еще не конец. Если маги уже узнали обо мне, то рано или поздно за мной придут снова. И в следующий раз их может быть еще больше. Но вместо страха я почувствовала странное чувство решимости. «А что дальше?» – спросил Ардрик, усаживаясь рядом со мной у костра. Я посмотрела на небо, где пробивались первые звезды. «Учиться, готовиться, быть сильнее», – ответила я. «Если мир думает, что я ведьма, то, возможно, мне пора стать ею по-настоящему». И в этот момент я решила, если судьба хочет сделать из меня легенду, то я сама напишу эту легенду. Эпилог. Прошло несколько месяцев. Деревня, в которую я попала, стала для меня не просто новым домом, а место, где я, несмотря на все трудности и странности, научилась принимать себя и свои способности. Люди все еще считали меня ведьмой, но теперь я уже не возражала. Мой статус колдуньи стал чем-то вроде титула, с которым я не только мирилась, но и гордилась им. Ведь я не просто использовала свои знания для того, чтобы вылечить простуду или накормить голодных. Я защищала свою деревню от реальной магии, от той магии, которая была настоящей угрозой. Эльрих по-прежнему был рядом, всегда с умным, иногда насмешливым взглядом, наблюдая о том, как я развиваюсь. Он так и не объяснил мне, что на самом деле творит со мной этот круг. Но я начала понимать, что магия – это не просто орудие для подчинения мира, а язык, с помощью которого можно понимать саму его суть. И с помощью этого языка я начала понимать все, что когда-то казалось мне обыденным. Дождь, ветер, запахи и даже рост растений в саду. Все это было магией. Просто нужно было научиться ее видеть. Но, несмотря на мое колдовство, настоящее испытание ждало меня в тот день, когда
Настоящий колдун в черных одеяниях и с посохом, как у магистра, пришел в деревню. Он заявил, что я не имею права использовать магию, что я жалкая имитация, нарушающая баланс. Я встретилась к ним лицом к лицу. Вместо огненных шаров и громких заклинаний я лишь подняла руку, почувствовала круг, и мгновение позже этот настоящий колдун лежал у моих ног, ошеломленный. Да, настоящая магия – это не просто сила. Это способность быть частью чего-то большего. Не уничтожать, а соединять. Не манипулировать, а направлять. Деревня пережила все свои опасности, и теперь, когда я шла по ее узким улочкам, я слышала, как шепотом передают друг другу, что ведьма все же стоит на страже их мира. Они правы, конечно. Я была ведьмой, но не той, которую они ожидали увидеть. И все равно я решила, что этот миф будет жить. Потому что, в конце концов, кто сказал, что в нем нет истины? Я остановилась у сада, прислушиваясь к теплому ветерку, который ласкал мои щеки. С каждым днем я все больше чувствовала, как магия стала частью меня. Не как внешняя сила, а как нечто, что я могу почувствовать внутри. И пусть я еще не знала, что принесет будущее, я уже была готова встретить его. Ведь в этом мире, полном чудес и таинств, быть ведьмой – это не просто роль. Это настоящее искусство жить. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, благодарим вас за прослушивание аудиокниги. Если вы насладились этим контентом, то подпишитесь на наш YouTube канал. Поставьте лайк под видео и напишите любой комментарий. Спасибо!